Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами команда NewHop, и мы хотели бы поговорить на такую тему, как умный мартингейл. Что такое мартингейл? Давайте начнем с этого. Мартингейл – это стратегия, в которой заложено увеличение лотов в том же направлении, что и первая сделка, пока не сольется депозит, либо мы не выйдем в плюс. Давайте я нарисую коротко. Принцип приблизительно такой. Вот цена, грубо говоря, идет. И рассчитывается, что вот здесь будет откат. Соответственно, колено открывается. Вначале 1, 2, 4, 8, 16. То есть увеличивается в 2 раза каждый раз. Можно любой коэффициент увеличения сделать. Но принцип такой. Мы рассчитываем, что график когда-то всегда откатится назад. Вот. Сама стратегия в своем понимании в целом, она прибыльна, если вы соблюдаете риски. Что такое соблюдать риски? Грубо говоря, у вас депозит, скажем, $10 тысяч. И вы при этом депозите рассчитываете шаг сетки, вот этот шаг расстояние между новыми ордерами, вы рассчитываете, например, пунктов, пускай будет 20. И у вас вот эта сама сетка, расстояние движения, она рассчитана так, что вы можете выдержать безоткатное движение, скажем, 800 пунктов. И тогда вероятность того, что вы сольете, она крайне мала. То есть безоткатные движения на 800 пунктов крайне редко бывает на рынке вообще. То есть это крайне редкое событие. И чаще всего, когда оно происходит, макроэкономические новости дают об этом понять. Как Brexit и прочие большие новости, когда, например, в Австралии начали повышать процентную ставку, изначально до самого движения уже было объявлено, что политика финансовая в Австралии меняется. И пошел безоткатное движение, падение вниз пары Audi USD. Было достаточно очевидно, что это будет долго падение, потому что процентную ставку меняли долгое время. Много раз. Так вот, что у нас есть по факту? Есть система увеличения, то есть здесь 1, 2, какой-то другой коэффициент. И каждый раз, например, здесь у нас на 2 увеличивается. То есть нам принцип какой, что надо выйти в плюс, чтобы вот этот откат пошел, и мы перекрыли. Так как здесь у нас большой лот, то нам надо небольшой откат, чтобы перекрыть все убытки и выйти в плюс. Теперь, большинство трейдеров что делают? Они рассчитывают, чтобы цена прошла, может быть, 200 пунктов. Вот это все расстояние, 200-250 пунктов. Для чего это делается? Это делается только для увеличения прибыли. То есть, если взять, рассчитать так, чтобы цена двигалась, безоткатное падение было на 800 пунктов, то средний годовой доход ваш будет, 20-25, пускай, процентов. То есть, это небольшие деньги относительно, но они более-менее стабильны, потому что вероятность подобной ситуации, она крайне мала, и доход есть. Но так как у нас трейдеры считают, что 25% в год это очень мало, и они хотят зарабатывать 1000, 2000, то, соответственно, они уменьшают это расстояние шагов, чтобы безоткатное движение меньше выдерживало, чаще откатывало. Для этого они уменьшают, делают плотность сетки, делают здесь, например, не 20, они делают здесь, например, 10, 10, 12. Они обычно делают в этом диапазоне. Пускай приблизительно такие сетки. Они делают несколько пар, пытаются как-то перекрывать, но признаемся честно, когда по доллару происходят какие-то глобальные новости, двигаются все валюты. И в большинстве случаев вы создаете только большую нагрузку на депозит,
когда у вас одновременно падает евро-доллар, фунт-доллар, Audi-USD и прочие другие валютные пары, потому что, извините, то там можно провалиться быстро. То есть вам не хватит просто маржи перекрыть все валюты. Такое часто бывает. И приблизительно в 2014 году, так как у меня наработки, у меня у моей команды уже наработки были с 2012-2013 года по этой стратегии, то было принято решение тогда еще создать систему на основе Мартингейла более умную. То есть как делают более умные системы другие. Они обычно перекрывают, делают защиту большого спреда. Они делают разные откатные системы доливок и перекрытия. Но это я про это отдельно потом расскажу. Но весь принцип сводился обычно к чему? Вход либо по раз свечи, то есть один бар, на нем одна только сделка. Если вдруг резкое движение какое-то, то вот этой сделки бы, ее бы не было. Потому что вот сейчас закрылась, тут вход. Это защита от новостей. И много-много-много подобных систем, то есть разных нюансов, которые придумывали трейдеры. Но принцип был один и тот же. Когда идет безоткатное движение, оно бывает постепенно, оно бывает последовательно. Вы сами, главное, должны понять, что когда вот такие резкие свечи происходят, бывает, что после них откат не происходит. И они постепенно дальше уходят вниз. Все идут и вниз. Такое тоже бывает. Когда планомерно давят на определенную валюту, некому выкупать, потому что новость вышла такая, что никто не хочет идти против толпы. Вот. И дальше, значит, что было нами разработано? Забыл, ключевой фактор. Смотрите, у вас 10 тысяч, скажем, 10 тысяч. Потерять эту сумму, 10 тысяч долларов, чтобы не было недопониманий. 10 тысяч долларов. Смотрите. В Мартингейле вы можете потерять всю эту сумму. Был 10 тысяч, осталось 50 долларов, там остатки какие-то при закрытии всех сделок происходят. И нету 10 тысяч, да? Вам, как трейдеру, очень тяжело потерять всю сумму и очень тяжело дальше восстанавливаться и как-то дальше торговать. Но это логично. Многие трейдеры психологически не готовы потерять эту всю сумму. И есть трейдеры, которые Мартингейл рассматривают как быстрый старт для увеличения депозита. И есть трейдеры, которые Мартингейл не используют, потому что заранее боятся потерять всю сумму. Большинство ботов, я вам объясню, что это такое. Вы можете поставить где-то себе ограничение, что вы можете потерять максимум, например, 40%. Да? Давайте предположим, что вы максимум можете потерять 40%. Но когда происходит новость, когда новость идет, в момент новости у вас ордера, они уже есть. И вот в этот момент публикации у вас, допустим, уже там 7-8 колен. Прям много, хороший лот уже тут. Вы находитесь на грани там 30%. И тут новость выходит, и она падает. И падает, например, на 150 пунктов. Образно. Вы можете закрыться по вашему, 40%. Но в момент новости спред кратно выше. Это первое. Второе, ваши сделки очень сильно могут проскользить при закрытии и закрыться по очень плохим ценам. И вы можете в этот момент, так как у вас высокие лоты, при этом проскальзывании и сильном движении вы можете потерять весь депозит. Вообще весь. Что было разработано нами? Про это мы писали на нашем форуме, но ключевой момент в том, что мы на тот момент не разработали бота, то есть программу, которая бы торговала именно по нашей стратегии. Так вот, давайте сейчас перейдем
я вам опишу нашу модель, как мы это все видим и как мы работали по системе Мартингейл. Скажу честно, по этой стратегии у нас особого интереса работать в долгу нет. Мы используем чаще всего мартингейлы для маскировки. То есть при торговле замаскировать наш классический арбитраж, хиден, все что угодно. Про это будет отдельное видео, где я подробно вам расскажу про разные методы маскировок, как мы это делаем. Мы приведем вам примеры и выложим, публикуем. Будут у нас роботы, именно которыми мы маскировали всегда нашу торговлю. Просто про это нигде никто не писал, никто ничего не говорил. Мы знаем, но это абсолютно наша, то есть системная доработка была, и мы считаем, что так как мы начали делиться информацией, это все будет опубликовано и рассказано вам. Так вот, давайте вернемся так. 10 тысяч долларов у нас. Большие деньги. Для кого-то, для многих это большие деньги. Это будет крайне сложно для того, кто потеряет 10 тысяч. Что мы сделали? Мы посчитали, что мы можем этот депозит... давайте не с этого начнем. Обычно укладывается в 250 пунктов. Ну, среди мартингейлы рисуют 250-300 пунктов. Таких ситуаций бывает на рынке за год. По одной валюте, ну, скажем, 2, 3, немного. Их мало. Ситуации для того, чтобы цена уходила за, например, 150, 180 пунктов, бывает за год раз 10. И тут мы пришли к пониманию, а зачем нам ради вот этих вот разницы в 7-8 раз держать вот для вот этого движения, держать сумму кратно больше. Момент такой, смотрите. Вот здесь, чтобы до сюда доходить, нам достаточно, например, 2000 долларов. Дальше, так как растет все очень сильно по колено, плечам, здесь уже надо, чтобы нам нести, например, 8 тысяч или 10. Ну, приблизительно порядок цифр такой. 8-10 тысяч. А здесь 2000. И вот вы мне скажите, какой смысл держать разницу в 8 тысяч? Ну, предположим, там внизу было 10, а здесь 2. Тут 2000, а ниже докуда 10 тысяч. Какой смысл держать вот эти деньги, вот эти лишние разницу в 8 тысяч долларов, если разница всего в 7-8, может быть, раз ситуации, когда это может произойти? Правильно, незачем держать эти деньги. Плюс, этим же решением мы избавляемся от вероятности слива всего депозита. Итак, что мы сделали? Мы взяли 10 тысяч и разбили их на 5 отдельных депозитов по 2000 долларов. 5 отдельных депозитов, где 2000, 2000, 2000. Везде сделали по 2000. Ну, я не буду дальше рисовать, но смысл понятен. Везде тут по 2000. Значит, мы за раз можем потерять максимум 2000, потому что у нас на депозите 2000 долларов. А в случае слива мы просто дополняем из этого места следующие 2000. У этой стратегии необходимо каждый день выводить прибыль. Вы можете несколько раз на дню выводить прибыль. То есть вы рассчитываете, у вас 2000 долларов. Заработали 50 долларов. Вывели в банк. Сразу же в банк. Вероятность слить больше. Мы это учитываем. И чуть что случилось, заработали еще 200 долларов. Тоже в банк.
каждый раз в банк уносите деньги. То есть у вас два счета. Первый счет это сберегательный, где у вас основной депозит лежит ваш. Второй это торговый счет, где вы торгуете. Итак, получается, вы начинаете также с 10 тысяч долларов. И это условно сказано. Для начала, для самой торговли достаточно 2000 долларов. Именно депозита под советника, который мы покажем чуть позже. Вот. Каждый день выводим. По нашей логике, как мы сами торговали, еще в 2016, 2017, 2018 году у нас были периоды, когда мы периодически просто ради нашего понимания включали этого робота, проверяли, как он работает, именно сама стратегия. Так вот, суть какая? Вы сливаете деньги и пополняете дальше. Заработали, вывели сюда. У вас получается здесь, как в банке, накопление идет, а через что слили, пополнили. По этой стратегии мы зарабатывали в неделю, мы использовали 3-4 валютные пары. Я лично торговал на 2. Для меня это было самое приемлемое. Я торговал евро-доллар и торговал доллар-иену. Многие используют 3-4 пары для торговли. Именно по этому роботу. Так вот, смысл какой? Вот эти деньги мы выводим. И у нас получалось, что мы за неделю зарабатывали в среднем 50-120%. Я не знаю, как сейчас в этом году волатильность, как движение идет. Я думаю, что разницы большой нет, но в среднем мы зарабатывали 50-120%. Каждый раз, когда мы зарабатывали, всю прибыль мы выводили. Потом в месяц у нас в среднем бывал 1 слив мог происходить. Бывало, что могло быть 2, но эта череда такая шла. Надо понимать, что есть волатильные периоды. Дальше. Что мы не делали? На новостях мы не торгуем. Новости это стопроцентный враг любого мартингейла. Так как новости бывали типа Нунфарма, когда они ходят по 150-200 пунктов и так далее за одну новость, то мы просто не торговали это. Нам не нравился большой спред. Но советник, когда пила, это когда сильное движение туда в одну и в другую сторону, советник за эту новость зарабатывает очень много, потому что у нас плотный шаг сетки. Я вам покажу, как у нас сейчас это все разработано. Это очень плотный шаг сетки, и он хорошо отрабатывал практически любое движение. Так вот, суть стратегии понятна, да? Депозит 10 тысяч. С него берем, переводим на другой счет 2000 долларов. 2000 долларов торговый счет. Зарабатываем, выводим. Проиграли, дополняем. И самый важный момент для вас, как для трейдера, потерять 2000 долларов намного проще, чем потерять 10 тысяч. И вы свои риски контролируете. Так, давайте перейдем тогда уже непосредственно к роботу. Смотрите. Отдельное видео, как робот сам торгует по себе и объяснение некоторых моментов будет в отдельном видео. Позже, я думаю, с коллегами мы это сделаем. Смотрите, у нас было разработано 2 вида закрытия. Первый это, Фибоначчи, господи, сетка обычная, да, которая просто строится. И вторая, это сетка, разбитая на 2. Что это такое? Смотрите. Я вам сейчас это покажу. Я считаю, что этот момент почему-то многие не используют, и отчасти это неправильно. На плотных сетках маленьких, где движение 200 пунктов и откат может быть в любой момент, использовать подобную стратегию, это обязательно то, что необходимо делать в любом мартингейле. Смотрите, идет движение цены, откат. Идет движение цены, откат. Идет движение цены, откат. Что у нас происходило? Рисуем первое колено, второе колено, третье колено. И вот тут должно быть 4, вот здесь. Но нам не хватает 1 пункта. И дальше цена уходит. Идет, а нам вот здесь где-то приблизительно надо закрыться. Цена не доходит, идет дальше.
И идет дальше вниз, пошло падение дальше. И мы набираем пункты. Что мы сделали? Мы разбили колено на две части. То есть вот движение цены. Мы сделали одно колено, потом второе колено. А третье колено, которое должно быть здесь, уже, например, лотом 4, мы разбили на две части. То есть 2 здесь и 2 посередине. И дальше мы здесь уже у нас 8, здесь 4, а здесь цена не дошла. Развернулась и пошла вверх. И здесь у нас нету. Но за счет этого мы закроемся где-то не здесь, а намного раньше, потому что половину мы уже вошли. Если вы размотаете, а мы писали и рисовали большие математические таблицы с просчетом всех пунктов, движений, сколько откатных, сколько движения среднерыночное по дню, на неделе, мы все это рассчитывали в волатильности. И мы пришли к пониманию, что именно промежуточные входы часто дают большее количество закрытия по профиту. Потому что кажется, да, что вы большое колено разбиваете, но очень часто цена не доходит. А за счет этого колена промежуточного вы закрываетесь в плюс. И у вас количество закрытий больше. Чем больше, чаще плотная сетка по мартингейлу закрывается, тем больше вероятность заработать. Потому что у вас цель не заработать за одну сетку, за одно закрытие, там $2000. Ни в коем случае. У вас цель сделать 100 сеток по $10-20 и закрыть все в плюс и не потерять. То есть у вас цель плотное, частое закрытие сеток. Дальше. Давайте дальше перейдем к настройкам. Что мы сделали? Второй момент. Это Profit Manager. Закрытие. Либо, когда ваши take-профиты выставляются непосредственно у брокера, либо они виртуальны, и робот их сам отмечает и закрывает, когда туда доходит цена. Для чего этот момент был сделан? Многие брокеры нечестные поступают определенным методом. Они вас, например, у вас сетка Мартингейл, цена идет, и вот цене надо дойти было до тейк-профита чуть-чуть. А брокер, у него есть такие системы плагинов, которые сглаживают цену. Если цена-то дальше пойдет, он закроется. А когда сглаживает, то он вот эти шипы, где касаться может цена, он не подейсовывает. Цена может уйти дальше вниз, и все. Потому что непосредственно плагин видит, где у вас установлены take-profit и стоп-лосс. Нас еще арбитраж научил, что take-profit и стоп-лоссы нужно прятать у себя на торговом счете. То есть в MetaTrader, позже у нас появились инсайды, эта программа сама шифрует все, у себя все держит. Мы никогда не показываем, где мы будем выходить. Это важно. Также со стоп-лоссами. У вас есть у сетки, возможно, например, у Мартингейла стоп-лосс. Ни в коем случае стоп-лосс нельзя показывать брокеру. Если брокер видит, что у вас там стоп-лосс, у вас может произойти шип с моментальным откатом, и всего один тик будет здесь. А потом вы уже идете брокеру и доказываете, что это не рыночная котировка, и этого не было. И доказать очень часто, если брокер еще с плохой регуляцией, а про регуляцию мы писали отдельное видео, можете его посмотреть, вы поймете, что лучше этого не делать. Но это уже с опытом приходит. Кто-то учится на своих ошибках, а кто-то смотрит наши видео и обучается информации, которая собиралась уже большое количество лет. Дальше. Баланс per minimal lot. Это риск. То есть минимальный баланс, на какую сумму рассчитывается минимальный лот 001. Вы можете указать 2000,
И если у вас депозит достигает 4000, то при 4000 будет минимальный лот 0,02. Дальше. Base knee step. Это базовый шаг колена. То есть наш шаг между сетками 10. Мы использовали когда 10, когда 8, тестировали разные варианты. 10 считаем самым приемлемым для хорошей плотного закрытия сеток. Дальше. Это следующее колено. Это шаг для следующих колен. А это у нас еще был take profit, да. А это take profit для первого колена. То есть, когда у вас один ордер открыт, нет смысла забирать 5 и постоянно закрываться. Можно закрыться 8 пунктов, и это будет приравнено к той прибыли, которая будет уже со следующими коленами, ну там с 2. Вот. А это take profit уже когда 2 колена и больше. Вот. Минимальное критическое число колен. Что это такое? Значит, мы для себя определили, что максимальное количество колен, свыше которого наш депозит и советник находится в критической зоне. Это значит, что после этого закрытие будет идти по безубытку. То есть, если вам не надо безубыток, то вы ставите 100, и это не работает уже. Если вы ставите, соответственно, 5, то для вас уже от 5 начинает это работать. Что такое что такое критическая зона для нашего советника? Значит, смотрите. Вот, профит в критической зоне. Есть безубыток просто, что закрывается просто в 0. А есть вариант, что закрывается по тени. Что это такое? Смотрите. Это очень хорошая система, которая показала на практике не раз, что она намного лучше любой другой системы. Значит, рисуется, идет движение цены. У нас колено рисуется. Дошли до критического колена. Вот это критическое. У нас указано, например, 8. И дальше, до следующего колена, цена не дошла, например, 2 пункта. Ну, вы понимаете, да? Если бы задело колено, вот это, то нам надо было бы дойти до take profit, например, вот сюда. А так как не задело, то дойти надо где-то вот сюда. Разница очевидна, да? Когда очень тяжко, и вы так думаете, голову чешете, блин, а что ж сейчас произойдет? А не сольюсь ли я, колено-то не открылось новое? Что мы разработали? Значит, наш робот считает, сколько относительно последнего колена после критического. Вот сюда цена прошла, он вот это расстояние имеет, запоминает, и относительно него он закрывается. Значит, что это такое? Смотрите, если у нас меньше 1 пункта по 4 знаку, меньше 1 пункта цена прошла, вот ниже последнего колена, то мы закрываемся в плюс 2 пункта. Если у нас меньше 2, но больше 1, то закрывается плюс 1 пункт. И дальше у нас то же самое, по-моему, до 4 пунктов. Тоже плюс 1. Я могу не ошибаться, это мы разрабатывали давно, но вся эта информация, ее можно будет поднять, мы опубликуем ее потом. Вот. И дальше, после 4, мы до 6, по-моему, если правильно помню, с 4 вот до 6 у нас закрываемся в 0 пунктов, без убыток. И если цена не дошла вот до сюда, вот здесь как 2 пункта, например, то есть 8, или пускай будет не больше 8, 9 или 10,
Например, 10 это когда прям вообще край не дошло, прям чуть-чуть. И вероятность того, что нам вот до сюда цена дойдет, очень сложнее закрыться. То здесь мы закрываемся в минус 3 пункта. То есть мы идем осознанно на небольшой убыток с целью сохранить депозит, и чтобы цена закрылась на 3 пункта ниже, но мы закрылись. Это самое важное. Дальше. Здесь у нас минус 2 пункта. Здесь тоже минус 2 пункта. Ну, соответственно, 7 и 6, я точно не помню, надо посмотреть. Там минус 1 пункт. Ну, то есть у нас умная система закрытия в критической зоне. Мы не пытаемся, как бараны, сидеть и ждать, молиться, что будет какой-то откат. Мы робота разработали так, что этот робот системно каждый момент прорабатывает с целью закрыться как можно раньше с меньшими потерями для нас. Мы не ждем, что, ой, а может цена пойдет а она не пошла. А если бы вот нам одного этого пункта бы, то если бы нам 1 пункт бы хватил, то мы бы в плюс закрылись. А эта система просчитывает эти моменты. Ну, здесь максимальное проскальзывание допустимо, это для инстанта сделано. Максимальный спред, чтобы на новостях не торговать. Если вдруг вы торгуете, а там спреды расширяются, вы можете себя обезопасить на момент новости. Например, сетка также рассчитывает, она пересчитывает, видит, что колено растянулись, и все это учитывает. Вот, собственно, и все. Это кажется, что по минимуму настроек, но при этом в этой системе, в самом Martingale заложено очень много умных систем, которые, например, делят входы, которые дают выбор, как торговать, рассчитывают ваше колено. Для одного колена take profit, для остальных закрытие по безубытку, либо по хвостике считает. То есть вот эта вся система, она была проработана и подстроена под рынок. Она позволяет вам с меньшим депозитом рисковать. То есть она плотная, вы можете с 2000 начать, но по моей личной практике у нас был человек, который с нами в команде был. Он приходил, он сторонними роботами занимался, но ему интересно было с нами сотрудничать в свое время. Вот он начинал эту торговлю с $5000. Он разбил свой депозит по 1750 приблизительно, ну, около того были депозиты. Он рисковал по полной и всю прибыль выводил. В итоге, если не ошибаюсь, он из 5000 дошел до 10, потом у него был лось на 2000, ну, потерял депозит, и дальше. И я не знаю, я с ним давно не общался, как он сейчас занимается, как его торговля, но знаю, что эта торговля всегда была в плюс. Даже в 2014 году, когда мы публиковали эту информацию на форумах, на нашем форуме, то на нашем форуме огромное количество людей торговали по этой системе. Я не знаю, насколько сейчас, как они это занимаются, но опять же, тут от жадности зависит. Но система 100% рабочая, она намного прибыльнее и выгодней для трейдеров с точки зрения психологии, с точки зрения минимального депозита для начала торговли по системе Martingale. И в принципе она помогает вам соблюдать и учитывать сложные ситуации, когда идет просадка. Я думаю, на этом все. Отдельное видео конкретно по самой торговле этого советника, когда мы наглядно можем включить, например, либо стоим, либо бэктесты торговли, где вы можете убедиться, как он торгует, насколько, как видите, эта стратегия, она, если смотреть по тестеру, то он будет сливать, но у вас не продолжится торговля при сливе, вам надо запускать торговлю заново. Поэтому нормально протестировать эту стратегию не получается. Но в долгую всегда по стратегии вы можете выйти в плюс. Ну, точнее, не можете, вы выходите в плюс, если вы соблюдаете и учитываете все правила, которые я вам изложил в этом видео. Если есть по этой стратегии вопросы, задавайте, мы вам рады всегда ответить. Эта стратегия, данный робот, чтобы был подход понимания того, что и как надо торговать, мы этого робота разместим за минимальную цену, там $5 или $10.
Это можно будет увидеть на сайте. Этого робота можно использовать как маскировку, если у вас большие депозиты. Его можно использовать для заработка. Но просто вы должны понять, что этому роботу, как и любому мартингейлу, требуется большое кредитное плечо. Поэтому, если вам будет интересно, я вам отдельно могу в видео вместе с советником самим рассказать, где и когда лучше торговать, какое кредитное плечо надо, под какую регуляцию лучше подпадать. Потому что есть очень честные брокеры, например, тот же Tickmill. Ни к слову, ничего плохого конкретно про этого брокера сказать не могу прям, но когда вы торгуете по стратегии Мартингейла, у вас много колен, брокер может просто вам остановить торговлю, и ваши сделки, все, счет блокируется, вы якобы спамите брокера, много у вас сделок. То есть подобные моменты возникают, это тоже нюансы, которые уже я с роботом отдельно вам расскажу. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои вопросы. Ждем вас и, соответственно, оставайтесь с нами.